Привет, народ! Все вы, наверное, видели ролики на ютубе с поеданием живых кальмаров или осьминогов. Кому-то это может показаться мерзковатым, но не нам с Костяном. Единственное, что мы обсуждаем при просмотре таких видео, господи, как же это, наверное, свежо и вкусно. Поэтому, будучи в Таиланде и увидев на рынке в продаже живых морских гадов, сразу было принято решение парочку зацепить на ужин. В ролике присутствует поедание шевелящегося осьминога, поэтому людям с жиденькими нервишками, безусловно, стоит данный ролик посмотреть до конца и перестать быть ноющими слабаками. Мы очень ждем ваших комментариев про то, какие бедные несчастные, моллюски, головоногие, членистоногие и всякое прочее. Достаем, сука. И так, чтобы не приклеиться еще ко всему. Подожди, давай еще за одну схвати. Еще за одну схвати. За вторую тащи. Это не проблема схватиться, он сам хватает. Подожди, за третью. башку. Давай, за жбан его хватай. За жбан. Господи, что? Нормально. Укусил? Нет, присосался. Что он делает? Смотри, ему тяжело присосаться к этому. И мы ждем комментариев, как мы мучаем несчастного октопуса. Вообще просто касаешься к нему и сразу такой оп, оп. Он сейчас реально свалит. Так, ладно, давай-ка его на стол, на досочку и давай, хватай его за жбан. Я держу тут, хватай за жбан. Клюв у него с той стороны. Клюв снизу, это не опасно. Расскажи это моим рукам. Давай, быстро. Так, welcome back. Так, ништяк. Убьем мы его самым безболезненным образом. Отрежем ножом голову, прямо под глазами. Для разделки такого красивого октопуса мы даже купили специальную новую досочку. Вот такой вот, смотрите, я открываю. Вот, для красивой разделки, красивая деревянная доска. Ну, правда, к ней тут шло какое-то говно, вот, так что вот так, вот так. Такое говно нам не надо. Возьмем, конечно же, нормальный нож от Самуры. Народ, каждые полгода Самура пытается выкатывать что-нибудь новенькое. В этот раз они поразили даже меня. Это нож, который как бы сделан из одного листа стали, у которого ручка вот так вот свернута. Серия называется Самура Метеора. Он божественный, он офигенно красивый. Ощущение, как будто его вот так вот молоточками выковывали. Он офигенно острый, он очень долго держит заточку и в руке лежит, как влитой. Ну и, как всегда, у Самуры идеальная балансировочка. То есть, чтобы вы понимали, по факту он состоит из одного куска стали, который супер аккуратно вот так в ручку завернут. Я первый раз такое вижу. Ну и то, что он бритвенно острый, это, я думаю, объяснять не надо. Божественная, офигительная Самура Метеора по ссылочке в описании. Налетайте, покупайте. Очень красивые ножи. Сейчас буду звонить боссу Самуры, постараюсь для вас, пацаны, отжать скидочку, промокодики и, может быть, какие-нибудь подарочки. Но это не точно, если получится. Чем острее нож, тем меньше страданий у несчастного головоногого. Да, головоногий моллюск. Так, ну, отлично. Кстати, вы можете понять логику осьминога. Он, как только его оставляешь, достаточно умная тварь, он ищет своими тентаклями, куда бы заползти, и как только он нащупывает малейшую дырочку или что можно свалить, вот смотрите, смотрите, сейчас вот он нащупает, то он сразу же начинает сваливать. Все, есть Он контакт. чекнул одним, есть контакт, все. И таким образом он может пробраться вообще куда угодно. Сейчас вы можете увидеть кадры. Мы тут на днях купили живого осьминога, потому что хотели сашими сделать. И он из пакета практически через ничто выбрался и спрятался под сиденье автомобиля. Смотри, как дышит. Забавная тварь. Пытается плыть. Он же реактивной струей плавает. Оба! Ой, сука. Мощная тварь. Оказалось бы, не такой здоровый. А ты прикинь, что делает там 5-килограммовый. Просто... О, Так, ну все, вот он и у нас. Он у меня уже почти. Да. Он, смотри, как цвет меняет. Смотри. Он реально меняет цвет. Да куда ты его? А чтоб ему, знаешь, поскользее уходилось. Он пытается мимикрировать под стол. Интересно. Если его... Сука. Да стой! Хватай его. Хватай, держи! Он сильный! Давай, Сейчас. Вован, отлепляй его. Все, давай, Давай, я его его держу, чекрыжну прямо сейчас. Давай, держу. Блин, выскальзывает. Держи его со всех сил. Все, Готово. все. И он больше не страдает. Поверьте, он больше не страдает, головы у него нет. А вот Там это... страдать нечему. Там страдать уже нечему. Единственное, чем он может вас укусить, он может укусить клювом, который там вот с той... Вот тут вот клюв с той стороны.
Поэтому лучше туда пальцы не совать. Что же касается всего остального, оно достаточно безопасно, пока осьминог маленький. Но если даже вот это присасывается реально сильно, он ставит вам банки, то представьте, что может сделать осьминог размером с мопед, я не знаю. Тем более, что, Вот. знаешь, попадаются гигантские такие прям размеров, там по 5 метров в длину. Не путать с кальмарами. Кальмары еще больше, по 15 метров. И, кстати, как понять, что у него исчезла логика, исчез мозг, исчез жбан? Он все равно шевелится, но вот этих вот мозговых штук, когда он что-то нащупал такой, ага, и начал сваливать, уже нет. То есть такой мозговой деятельности он уже не производит. То есть он живой, он долго еще будет живым, и пока он живой, мы, само собой, должны его приготовить. Что мы сделаем? Мы расчекрыжим его на две части, примерно вот так. И у нас одно пойдет чисто на сашими. Да, сука, тварь. Тайский массаж Тайский, нового вида. да, чисто на сашими из живого осьминога. А вторую часть мы... А вторую часть мы с солью промешаем и посмотрим, как лучше. Да, хочется приготовить и так называемое уже готовое, грубо говоря, сашими, которое, знаете, не свежак, вот такой вот присасывающийся, когда во рту, прикиньте, он еще присасываться будет, это вообще огонь, а уже слегка подготовленный. Мы, кстати, сделали очень удобно. У нас вот здесь садовый шланг, и если что-то, оно все будет смываться вот так на газон. Я надеюсь, нас хозяйка за это не поимеет. Так вот, он еще вполне себе жив, но он, конечно же, вкусен, жирен и красив, но, к сожалению, на нем есть вот такие вот пленки. Вот такие вот пленки. И вот эти вот пленки, конечно, прожевываются очень тяжело. Поэтому я вот так, блин, главное, чтобы он... Так, прилипай. Да-да-да, естественное удержание. Происходит естественное удержание, естественное прилипание осьминога к столу, и мы вот так счищаем вот все пленочки. Когда видите белое мясо, это значит очень-очень все хорошо. Как можно большее количество вот этих пленок надо отчекрыжить. Вот так. Ну а я тем временем со второй частью щупалок сделаю такую вещь. Разотру с солью и слегка отобью. Это как раз как уже обычно сашими готовится из осьминога. Кому интересно, как прилипают сосцы. Вот, все. Они уже не прилипли, как их отрезаешь. Они, кстати, более твердые. Тут уж ваш вопрос, как бы, ваше решение, есть их или нет. Ну, поехал товарищ в соль. Ему, очевидно, это не очень нравится. Зато он сам себя перемешивает. Зацени, как классно. Окей, самовзбивание. Нормально вообще. Блин, присасывается. Да отлеплись ты, тварь! Да ты же уже сдох. Прекращай. Так. Вот теперь можешь прилепляться, чтобы мне было удобнее тебя чекрыжить. Вот при перемешивании появляется много вот этой пенной такой слизи. Это как раз та штука, которая делает его склизким и слегка все-таки, знаете, по сравнению с прям живым-живым, слегка противным. Поэтому вот это сейчас все уйдет, и он станет таким, знаете, уже как приятная резина в руках. То есть можно будет уже нормально его вот без таких вот мучений, как у дружи, там делать. О, смотри, сколько вот этой пены. Да, слизь. Уже прошло минут 10, как ему отрезали жбан, и тем не менее... Тут по полной все идет. В соли он у меня скопытил, выдал вообще немерено всего. Первый раз готово, сейчас промоем хорошенечко. И второй разик еще, чтобы совсем вот эта штучка у нас легко снималась. Вот эти пленки все. И сейчас-то уже даже можно подцепиться, а после второго будет совсем легко. А потом вы спрашиваете, почему тяжело разделывать осьминога? Потому что он, блин, липнет ко всему. Он и склизкий, и прилипает пупырками, и весь склизкий. Прям, то есть, вот берешь вот так, и он просто к тебе прилипает пупырками, причем достаточно сильно. А тебе нужно снять с него пленки. И это реально, я уважаю труд людей, которые вот зачищают на рынках осьминога, потому что это жесть. Ты просто что-то делаешь, а он пытается сваливать. Ну и, конечно же, у нас совсем все правильно. У нас соевый соус специально для сашими. А я чутка порезался, потому что не уследил за ножом острейшим, когда осьминог убегал. Ладно, давай знаешь, что сделаем? Попробуем просто живым сырым. Ну, конечно, давай, короче говоря, нарежь такие куски, чтобы они присосались к нам обязательно. Так, наливай. Наливаем. Что ж, друзья, Раз. Два. дамы и господа, дегустейшн живого шевелящегося осьминога. Который вот так вот присасывается. Все в порядке. Так. Бери какой-нибудь кусок.
хорошенечко макнем в соевый. Пробуем. Давай. Мясо, кстати, отличное. Но он достаточно твердый, Жевать долго. но при этом по вкусу ты понимаешь, что свежее не может быть. Пленочки слегка вот эти все-таки остаются. Да. Очень тщательно нужно его зачищать. Угу. Такая жевательная штука, по минуте нужно каждый кусок жевать. С другой стороны, когда ты его жуешь, вкус божественный. Не, штука вкусная. Пленочки единственное. О, шевелится еще. Кидаем тебя в соус, хватит шевелиться. Вот. Кстати, сразу скажу для сердобольных. Я понимаю, что каждый раз, когда мы снимаем какую-нибудь живую тварь, угри негодую. Угри негодую, Угри негодую. Каждый раз куча народу пишет: бедный, несчастный, он хотел жить, слезинка октопуса, там вот это вот все. Раньше мне тоже казалось, что употребление живого существа, типа живой креветки или живой рыбы в пищу, это немножко вандализм, а потом я понял, что, пожалуй, это исторически сложившееся, как сказать, чек того, что оно свежее. Ну ты представь, разве было время, когда ты просто поймал рыбину, ты чертовски голодный, осетра там, не знаю, семгу ту же самую, да сразу же вгрызаешься в нее, там никого не спрашивай. Ну хорошо, жбан отпилил, и и все, и готова рыба. Да, но если ты приходил в какой-нибудь доисторический японский ресторан, доисторический, да, Отлично. то как вот понять, там же не было никакого, знаешь, срок годности такой-то. 23 февраля 2020 года. Тебе говорили, оно дышит или нет? Да, Дышит, конечно. едим, не дышит, пошел. И холодильников не было. Естественно. Ты знаешь, мне так кажется, что в начале, когда только-только все это появлялось, жрали сырым, потом такие, нет, все-таки нужно, а потом вернулись к истокам, короче. Вот японцы сейчас все Вернулись к истокам, и как бы в уважающем себя ресторане тебе подают креветку, пока она еще шевелит усами. То есть ты уже ешь сашими из нее, и тебе показывают голову креветки не для того, или там шевелящуюся тентаклю, не для того, чтобы ты типа: о господи, как я издеваюсь над ним, оно еще... конечно. А потому что ты понимаешь, что это свежее. Всем насрать на креветку и на ее чувства. Я хотел сказать чувство верующих креветок, но мне кажется, это плохо, Не-не-не, это надо это не вырезать, очень, не короче. Всем на это плевать, всем хочется просто супер свежее. А оно супер свежее только когда шевелится, потому что имитировать это никак невозможно. Оно либо шевелится, либо нет. Но минусы у супер живого осьминога, конечно, есть. Я говорю не о том, что он шевелится во рту и прилипает, и ты, короче, задыхаешься. Понимаешь, консистенция вот этих пленочек оставляет, честно говоря, во рту желать лучшего. То есть хотелось бы без них, например. То есть... Супер свежее, но такое пленочное. Но супер свежее, но пленочное. Да. Поэтому я бы предпочел, чтобы передо мной разделали живого осьминога. Я такой, это супер свежайшее. Но потом все-таки точно-точно удалили все пленочки, вот эту пену. Смотрите, мы добавили в соевый соус. И он вот за счет этой своей... Он еще шевелится, да. Да, он еще шевелится. Он за счет этого, видите, выдает вот эту вот слизнявую такую пену, которая... Она не мерзкая, вроде как на вкус даже не то самое, но дает такую слизь. Поэтому я бы предпочел, чтобы осьминог был живой разделан, но потом все-таки чуть-чуть обработан для моего удобства употребления. Ну, чтобы просто это было, знаешь, не настолько какие-то... Не хочется говорить слова противное, не настолько что-то. Просто поприятнее, чтобы было. Поэтому мы сейчас второй раз обработаем солью и до конца всю вот эту слезяку уберем. Потом совершенно легко можно будет убрать пленки. И минутку обварим как раз-таки для того, чтобы еще более легче все это убиралось. И приобрелся характерный такой слегка бордовый красный цвет. Ну и как вы думаете, когда мы готовим, кому достаются все остаточки? Конечно же, Блэк Пупу, который, как оказался, пупетта. Короче, черносериха. Обрабатываем солью второй раз. Второй раз оно уже не так сильно Не шевелится. так активно шевелится, но где-то... как бы. Да, смотри, вон. О. Но все равно проявляет что-то. Так что, видишь, даже во время подготовки тебе еще даже не нужно доказывать, что он свежий. Ну и параллельно тому, что я просто его извозюкиваю для убирания всей пены, естественно, небольшой еще и массаж, тот самый, который для мягкости осьминога делается. Все, кипяточек есть, второй раз в соли он уже искупался, и теперь, соответственно, по чуть-чуть вот так вот его выливай сразу опуская, чтобы щупалки заворачивались. И исключительно это делается для красоты, не более того. На минуту оставляем его целиком. Смотри, как красиво скрутился. На минуту оставляем его там целиком, чтобы он, ну, можно сказать, подварился.
О, Да, больше не требуется. сворачивается. Но это уже не его реакция, а белки сворачиваются. Так, притопим его, притопим. И делается это еще для того, чтобы он легче очищался. То есть все видели, что я бритвенно-острым ножом от Самуры, но все равно колупался долго, потому что он липнет, он тут склизкий, тут он прилип, тут он не отлипает, тут он пытается со стола убежать. Сейчас же, когда поверхность немножко обварена, все будет по-другому. Пленки счистятся, ну, сейчас увидите, Костян покажет. А все, я думаю, что уже и достаточно, как бы. Вот он слегка покраснел. И теперь, вот смотри, вот это вот элементарно быстро все будет счищаться. Сейчас мы его только чуть-чуть охладим обычной водой. Теперь смотрите, отчекрыживаем, например, одну тентаклю. Все, она уже не убегает, ничего. И теперь, собственно, можно за эту пленочку легко ухватиться. Дело в том, что она теперь не такая склизкая. Вот эти все пузырики, уже все исчезло. Поэтому намного легче вот так вот взяться и, грубо говоря, до уже самого кончика можно пройтись, вот так вот снимая все совершенно спокойно. Раз и в смело. 10 быстрее. Да, видишь, она уже никуда из пальцев не девается. Ну, самый кончик можно ее оставлять. Ну, вот здесь уже нормально. И боковая пленочка тоже слегка вот здесь вот срезается. Даже иногда это делают с количеством каких-то пупырочек. Но, честно говоря, это мои самые любимые штучки, потому что они хрустят кайфово. Сейчас сбоку чуть-чуть подрежем, и все. И вот одна тентакля будет уже готовая к съеданию. К съеданию. К чему же еще? А, кстати, Black Poop стал ближе к нам. Ты заметил, чем больше мы разделываем, тем ближе Пупетта Черносериха становится ближе к нам. Тут, кстати, все коты практически одинаковые. Как мы ее отличаем? У нее на спине укус от кого-то, с кем она дралась. Но теперь на какие-то порционные кусманчики все это дело можно нарезать. Главное не откромсать себе руки. Так, дегустация такого же свежего осьминога, но Теперь уже, да, слегка подготовленный. Это еще, можно сказать, не до конца подготовленный, но основные этапы пройдены. слизи практически нет, в 20 раз меньше. Мгм. Хрустит сильнее. Скажем так, больше хрустящей части. Но все-таки, и жуется быстрее, само собой. Мгм. Но часть вот этой штуки супер свежести мы потеряли. Незначительно. Незначительно. То есть мой вердикт такой, что все-таки чуть-чуть подготовочка дает слегка больше эффекта во вкусе, нежели ты теряешь во вкусе от того, что это нету вот прям совсем того самого аромата. Жуется в 5 раз быстрее. Да, потому что вот все. Да. Короче, ты получаешь по кайфу вот прожевывание и комфорту поедания плюс там 400-500%, и теряешь во вкусе Да, где-то 7. так. Ну, может быть. Ну, окей, 10, короче. Окей, 10. То есть, в принципе, если вы купили живого осьминога и хотите конкретно живого осьминога, вот который вот он шевелился минуту назад, его, короче, в соевый соус и употребить, то имеет смысл его промять солью, само собой умертвите его, гуманно отрезав жбан. Вот, имеет смысл его умертвить, Да. протереть солью и проварить, минуту да. Минуту край. Если кипящая совсем вода, может даже 40 секунд. Да, конечно. То есть это вполне себе даст тот самый эффект, который, в общем-то, требуется. Легче чистить, намного приятнее по консистенции, да и затраты не такие, чтобы прям огромная работа какая-то. Но вот когда люди говорят, что они не понимают вкус осьминога, поверьте, он есть, он офигенный. Просто, Да. если вы 1000 раз перемороженного осьминога, который умер в доисторическую эру, едите, И в вечной мерзлоте он был найден, то, конечно, То там там уже вкуса не нет. получится. Там будет просто некая субстанция, которая даже хрустяшки-то вот здесь такой нету. Здесь очень приятные вот эти щупалки-хрустяшки, конечно. Невероятный вкус по именно самой консистенции. А с вами был Костян. Славный дружа Обломов! Кушайте много, кушайте вкусно и, само собой, используйте хорошие, супер острые ножи, ссылочка на которые находится в описании, чтобы разделывать ваши морепродукты. И Блэк Пупа. Я не знаю, он маленький какой-то. Как думаешь, с него получится хрустяшка? Да с него тарелки сашими не выйдет, ты посмотри, мы мало его кормим. Слушай, Её. надо откормить сначала. Надо откормить Блэкпупа. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Мы знаем, что будет огромное количество комментариев про несчастного замученного осьминога, живодерство и прочее. Одобряем такие комментарии. Ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Пока.